Здравствуйте, граждане стендовые моделисты, начинающие, продвинутые и профессионалы. Этим видео начинаем новую рубрику, которая называется очень просто, как то «Собираем модель». И первым экземпляром для сборки у нас будет танк Т-20, советский танк Т-26, легкий, модель образца 1935 года в масштабе 1 к 35 от производителя Hobby Boss. Очень неплохая коробочка. Давайте сразу ее замерим, ну, чтобы уже так точно быть. Итак, у нас высота 220 миллиметров, длина 342, считайте. Ну, вот такая вот картонка, скажем так. Здесь один вариант окраски. Английский язык. Там чего-то сообщается. Вот здесь у нас вот такая картинка. Это каталожный номер. И второй вариант окраски. Вот здесь уже на китайском языке. Плюс ко всему показано, что присутствует плата фототравления. С этой стороны, по-моему, смотрели, да? А, кажется, смотрели. Ну что, давайте торжественно откроем и посмотрим, чего там внутри. Не падай, не надо. Так, ну, прежде всего, коробку давайте рассмотрим. Изготовлена она из гофрокартона, как вы видите. Очень прочная. То есть производитель беспокоится, чтобы модель, там, посылка, да, модель в виде посылки через почту дошла в приличном состоянии. Если потом после сборки модели подклеить еще вот эти углы дополнительным гофрокартоном, найти его, ну, это будет такое прям бронированное коробище, где можно хранить, скажем так, какие-то тяжелые вещи, там инструмент, например, что-то в этом роде. Может поклеить даже ячеечки. Ну, в общем, коробочка очень хорошая, мне лично нравится. Начинается все с рекламного такого небольшого проспекта. Мелованная бумага. Очень качественная полиграфия. Тут у нас Т-26, тут еще там Ил-2. Ну, в общем, вы сами видите, чего они рекламируют. С обратной стороны тоже видите тигр во всей своей красе. Далее. Опять же, хорошая полиграфия, мелованная бумага. Окраска. Ну, в данном случае это период гражданской войны в Испании с 1936 по 1939 год. И этот вариант республиканцев, простой такой, с надписями. Даются краски, которые необходимы будут, ну, по мнению фирмы, при окрашивании. С другой стороны, вариант так называемых франкистов, оппонентов, скажем так, республиканцев. Тут такие симпатичные есть цветные, флаг, вернее, да, нарисован. Опять же, краска, которая рекомендуется от производителя. Очень так все мило, красиво и замечательно. Инструкция. Ну, вот так она выглядит. Английский язык, китайский язык. Давайте развернем, посмотрим. Ну, собственно, инструкция есть инструкция. Я, честно говоря, по инструкции редко когда собираю. Но без нее невозможно, потому что, чтобы не запутаться, чтобы все было правильно, все было хорошо. Ну, вот так она выглядит. Это у нас 9-я страница, это у нас 10-я, это 11-я. Ну и последняя, 12-я. Вот таким образом. Вот такой должен быть результат. Ну и переходим к литникам. Сразу хочу заметить, что порядок их укладки в коробке не заводской, естественно, я его смотрел. Но в любом случае, сразу можно видеть, что какие-то вот детали, да, хрупкие, дополнительно защищены вот таким вот материалом интересным. Ну, вот так это выглядит. Запаяно все. Вот такой вот. Вот таких два литника есть. Дальше вот такой вот надгусеничные полки. В общем, вы все это хорошо и так знаете. Башня пошла. Часть ее. Ну, башня, часть ее. Опять защитный материал, что не может не радовать. Да? Прекрасно.
Кулечек с катками. Еще один кулечек. И еще один кулечек. Траки в модели наборные. Вот они. Такой вид имеют. Это пальцы, так называемые, как вы понимаете. Ну и, в общем, здесь тоже пальцы, 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 пальцы. Одни пальцы. Ванна отдельно лежит вот в таком вот отделении, да. Внутри находится остекление фары, прозрачный элемент. Аккуратно все упаковано, все сделано так. Дальше у нас плата фототравления. Можете видеть. И декаль. Видно там что-то бликует. А, нет, видно. Хорошо. Декаль. В общей сложности разобрались, так сказать, с устройством коробки, что там находится внутри. Дальше посмотрим на все это ближе и внимательней. Рассмотрим литники поближе. Ну, начнем с ванны. Вот она у нас, ванна, так называемая, корпуса. Здесь у нас находится фара. Фара. Остекление фары. Ну, вот так это выглядит. Качественно сделано. Чистый, хороший пластик, прозрачный. Пока мы сюда вернем и отложим в сторону. Маленькая модель, вы можете видеть, в руке помещается. Никаких прогибов, да, никаких вот искажений, там, кривизны нет. Очень качественно все отлито, заклепочки есть. Я не знаю, все ли на месте, скажем так. Это нужно будет разбираться при уже сборке подробно. Но так вроде как количество их соответствует, надеюсь. Давайте замерим толщину. Миллиметр. То есть толщина стенок миллиметр. Это нормально. Очень даже неплохо. Вы можете видеть, что никаких проблем, во всяком случае внешних, не имеется. Надмоторные, надгусеничные полки вы видите здесь. В общем, что называть-то? Вы и так опытные люди, все знаете. Ну, облоя практически нет. Это такой, я бы сказал, микрооблой кое-где присутствует. Заклепки всякого рода есть. Какая-то фактура присутствует. Не знаю, насколько она уместна, но это мы посмотрим опять же при сборке. Кстати, с обратной стороны вот есть отметины для высверливания отверстий. Очень хорошее, правильное решение, на мой взгляд. Предохраняющая такая вот защита есть. Предохраняющая защита, сказал тоже, да? Одно и то же. Ну, давайте ее снимем. И увидим, что здесь. Ну, здесь тоже без комментариев. Вот эта тонкая очень деталь, да, она защищена. Ну, чтобы не поломалась, не треснула и так далее. С обратной стороны посмотрим. Это вот так выглядит. Ага. Теперь вставить-то будет не так просто. А, нет, вошло. Давайте посмотрим. Давай. Отползай. Отползай. Ага. Вот здесь вот такая вот тонкая деталька. Облоя нет. Опять же, если посмотреть в линзу, то, конечно, найти можно. Очень незначительные. Башня. Вот так, вот так она выглядит. Ага. Ну, сварки вроде не видно. Вроде не видно. Ну, или такая тонкая имитация. Настолько тонкая, что ее не видно. Тележки, элементы тележки. Ну, скажем так, на первый взгляд, вот здесь оребрения быть не должно. Вот ребрышки присутствуют, ребра вернее. Но этого, по-моему, быть не должно. Это нужно будет проверять. И если что, удалить. С обратной стороны что у нас? Угу. Все очень даже красиво, скажем так. Достойно. Перевернуть. Вот так. Опять же, элементы тележки. Тут установочные вот эти вот, как они называются, забыл, да и ладно, бог с ними. Катки тележек. Вот они. Да. Ну, тут на первый взгляд, кстати,
сплошная грузошина идет. Ну, то есть бандаж такой несъемный. Но судя по фотографиям, в основном уже применялась съемная грузошина. Но это опять же нужно проверять. Посмотрим. Посмотрим. Траки. Идите сюда. Вот это, насколько я понимаю, кондуктор. Да, вот так он выглядит. Ну и так немножко парочку траков достанем. Вот они у нас. Но думаю, что все будет очень даже неплохо собираться. В всяком случае, хотелось бы в это верить. Ну, в нашем многосерийном сериале, хочу подчеркнуть, будем стараться собрать как можно точнее, то есть как можно более точный танк сделать. Ну и вот пальцы, открывайтесь пальцы, да, открываются. Аккуратно не получится, ну и ладно. Ладно, пусть так будет. Один достану. А ну, что там у нас с облоем? Ха, а его тут, ну чуть-чуть. Скажем так, чуть-чуть не считается. Я Абсолютно ничего не понимаю в литье под давлением, но как потребитель конечный очень доволен. Не знаю, как вам, но мне очень нравится. Плата отравления. Вот она. Да, давайте извлечем. Ага, это чего это у нас? Что у нас еще? Клееночки. Ну, клееночку эту снимать не буду, граждане, уж извините, да? О, тут еще клееночка, да? Ну, то что, обалдеть. Обалдеть. Ну, с тыльной стороны, что тут смотреть. А здесь неплохо. Давайте скажем так. На канале есть видео, как то фотоэтчит своими руками. Посмотрите, очень полезное и интересное видео, на мой взгляд. В описании оставлю ссылку, и подсказка появится сейчас. Так я горд за себя. Да простят меня граждане из фирмы Хобби Босс, но у меня отравление лучше получилось. Честное слово, лучше, чище, хочу заметить. Ладно, ну ничего страшного, ничего страшного. Ну, пока сам себя не похвалишь, что тебя похвалят, да? Естественно. Так, ну и декаль. Аккуратно извлекаем. Попробуем разглядеть толщину подложки декали. Не, ну вроде тонкая, кстати. В любом случае, декаль неплохая. Неплохая. Ну, вот так это все выглядело. Дальше же займемся, так сказать, поиском каких-то недочетов. А именно, будем вкладывать модель в чертежи. Чертежи. Вот таких один и второй лист. Они приведены в 35-й масштаб. В интернете можно найти информацию от добрых людей, которые осуществляли замер реальных образцов. Так вот, если взять чертеж, привести в 35-й масштаб и реальные замеры, то погрешность в общей сложности составляла примерно 0,5 мм, 0,7 мм. То есть, если общую погрешность умножить на 35, то есть в натуральный вид перевести, то это в районе 10 мм ошибочных. По 5 мм на сторону, мне кажется, это очень неплохой результат. Поэтому будем отталкиваться вот от этих двух рисунков, скажем так. Ну, можно видеть, что очень даже неплохо происходит. Ложится прилично. Да? Да. Отдельно ванну рассмотрим. Вот она у нас. И видим, что очень даже неплохо все сделано. Вот эти самые тележки, вернее, крепление их, находится очень даже в правильном месте, скажем так. Ну да. 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 То есть чертежу соответствует очень даже неплохо. Если не сказать, что хорошо. Вот кормовой лист. По высоте, по нижней части все сходится.
Количество заклепок, кстати, ну, посчитаем потом. Вроде как все тоже нормально, если смотреть на чертеж. Нужно с фотографией сравнить. По-моему, все очень тоже неплохо. Ну, давайте башню сейчас отделим. Аккуратно. Аккуратно. Есть. Есть, да. Так, ну башня тоже становится очень неплохо, я вам скажу. Так, давайте. Так, ну вроде неплохо. Вроде очень даже неплохо. Да. Ну, во всяком случае, выглядит очень достойно. Люки на месте, кстати. Все остальное проверим позже. Тут нужно очень аккуратно. Такая, ну да, а ребрения, как вы видите, здесь на чертеже нет. Поэтому придется, как говорится, зачищать. А видим мы, что, в общем-то, совпадение неплохое. Где у нас середина? По чертежу, конечно, знать бы, хорошо было бы знать реальный диаметр. Кстати, если у вас есть информация, вы же там в комментариях поделитесь-то. Да, если есть реальный размер-то, поделитесь. Спасибо заранее. 17,9 пусть будет. Нет, не будет. Ну пусть будет 18. 18. Ну, то есть, фактически, очень даже хорошо сходится. Это замечательно. Оп. Что мы видим? Тоже очень достойное совпадение. И самое главное, что вот зубья на своем месте, то есть не ведет их. Вот каждый попадает вот в свою ячейку, ну скажем так, в свой рисунок. Ну, литье замечательно, елки-палки. Да. До чего дошел прогресс? Вроде нормально. Вроде нормально. Давайте. Опять же, если есть у вас диаметр реального, пожалуйста. Поделитесь, не зажмите. Хорошо, давайте тогда одновременно. Ну да, он больше. То есть на полмиллиметра. Я не думаю, что большая проблема, просто-напросто немножко сточим. Ну, скажем так. Наружный диаметр можно привести в порядок, потому что бандаж На модели. больше, нежели на чертеже. То есть его можно сделать чуть тоньше и будет более-менее неплохо. Катки тележки. Раз, два. Да, чуть переразмерно. По модели. Еще раз. 8, 70, нет, все-таки 78. Все-таки 78, 78. А по чертежу получается 8 и 6. Можно немножко сточить и загнать в размер. Еще раз хочу повториться. Если у вас есть диаметр реального катка, значение, пожалуйста, в комментариях вы же поделитесь. Да. Так, есть такое дело. Ну, в общей сложности, наверное, все из основных таких моментов, потому что дальше уже будем при сборке сверяться еще более точно. Ну, вот таким образом посмотрели модель от фирмы Hobby Boss. Напомню еще раз, Т-26. Заходите на канал, подписывайтесь. Подписаться это несложно. Это будет многосерийное видео, как я уже говорил. Собирать будем долго, дотошно, но точно. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.